Привет подписчикам и гостям канала Travel.nrf. Меня зовут Алик. Сегодня выйдет последний, по крайней мере на сегодняшний день, обзор достопримечательностей Адыгеи. И напоследок я решил вам показать и рассказать о Гузи-Рипле. Напомню, что на канале уже выходили обзоры на Большую Азирскую пещеру, водопады Руфагба, Хаджокскую теснину и плато Лаганаки. Ссылки на данное видео вы сможете найти в описании под роликом. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал и приятного вам просмотра. Поселок Гузи-Рипле расположен в горно-лесной зоне на левом берегу реки Белой, в 76 километрах от Майкопа. Он один из самых высокогорных, самых отдаленных и одновременно самый южный населенный пункт в Адыгее. Является последним населенным пунктом в долине реки Белой, перед Кавказским заповедником, который расположен по правой стороне данной реки. Да, я снова оказался в Кавказском заповеднике, где уже был, обозревая плато Лаганаки. Только теперь я приехал к другому кордону, расположенному рядом с поселком. Здесь расположена контора северного участка лесничества и живут егеря. По сути, территория заповедника является для меня основной причиной посещения поселка Гузи-Рипле. Так, ладно, не буду забегать вперед. Сначала расскажу, что доехать сюда можно на автобусе маршрута номер 134, который выдвигается с Майкопа несколько раз в день. А если вы едете на своем личном транспорте, то перед входом в заповедник расположена небольшая парковка. Не знаю, как в сезон, но в межсезонье мест на парковке достаточно. За парковкой расположен небольшой рыночек, где можно купить мед, сыры и сувениры, разумеется. Переходим реку Белую по мосту. Покупаем входные билеты в заповедник за 300 рублей, если вы взрослый, и 150, если вы ребенок. И проходим через КПП вовнутрь. Осматриваемся, читаем плакаты и составляем план осмотра всех локаций. На КПП меня сразу предупредили, что трекинговая тропа закрыта из-за погодных условий. Я могу ошибаться, но возможно она называется партизанская. В общем, неважно, я на нее все равно не смог попасть. Да я и не жалею, честно сказать, так как ее протяженность более 10 километров. А преодолевать такие расстояния в тот день у меня желания не было совсем. Тогда вы, вероятнее всего, спросите, что здесь можно посмотреть. Отвечаю. От ворот идем налево по дороге и уже через 100 метров видим первую достопримечательность на маршруте. Это река Малчипа. В переводе с адыгейского ее название означает «склон», где пасутся овцы. В наше время этим здесь заниматься перестали. Но вот с моста через реку виден искусственный водопад и действующая мини-ГЭС, а также устье этой небольшой реки, впадающей в реку Белую. В настоящее время Гузи-Рипская ГЭС вырабатывает электричество для нужд кордона заповедника, а ранее питала весь поселок. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что снег в данной местности лежит достаточно неравномерно. Где-то его много, чтобы убедиться, что сейчас действительно зима, но где-то его совсем нет. Вообще, если вы смотрели мои предыдущие ролики об Адыгее, то видели, что зима в этот год была практически бесснежная. Но я, конечно, имею в виду первые месяцы зимы, как раз когда я Адыгею и посещал. Перед тем, как идти к следующей локации, расскажу немного о поселке. В переводе с адыгейского Гузи-Рипле означает ориентир в пути, ведь именно здесь проходила старинная черкесская тропа, ведущая на Черноморское побережье. Сейчас этот путь могут пройти и туристы, идущие по маршруту под названием «Через горы к морю», через плато Лаганаки. Поселок был основан в 1924 году, как раз как кордон Кавказского заповедника. Затем долгое время функционировал как поселок лесорубов. В довоенный период вырубкой леса занимались заключенные, размещенные в 2 лагерях. Здесь содержались также, помимо прочих, и репрессированные казаки с Дона. Начиная с 1940 года поселок используется для спортивного туризма, который становится очень популярным в СССР. Здесь был построен лагерь Гузи-Рипле, филиал Хаджокского дома туристов. В настоящее время он продолжает развиваться как туристический центр. В поселке расположено большое количество гостиниц и гостевых домов. На апрель на Авито есть 8 предложений снять дом на сутки. Цены от 3500 до 15 тысяч рублей. В самом поселке в настоящее время проживают чуть более 100 местных жителей. Ну а я дошел до небольшого зоопарка, расположенного вдоль реки Белой, с левой стороны от входа в заповедник. На просторной территории зоопарка я увидел стеснительных енотов-полускунов, что на них, кстати, не похоже. Первый раз увидел енотовидную собаку. Раньше я вообще думал, что это одно и то же животное. Также здесь живут лесные коты, волки, косули, грациозные олени. Вы только посмотрите на них, какие они величественные. Конечно же, огромные зубры. Любвеобильные, по-моему, это серны, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, уберите детей от экрана.
Рядом с вольерами установлены информационные щиты, где подробно и интересно рассказано о животных, обитающих в заповеднике. Вольеры для животных достаточно большие, и думаю, им здесь не тесно. Вот только енотам жилье, по-моему, досталось по распродаже. Не покайфовать ему. Также здесь можно увидеть памятник археологии – дольмен, которому около 4000 лет. Он очень необычный, так как является одновременно плиточным дольменом и одновременно составным. А это разные технологии возведения таких сооружений. Раньше я видел либо плиточные, либо составные дольмены. Также этот экземпляр является достаточно большим по сравнению с другими дольменами. Его высота порядка 2,5 метров. А я напоследок прогуляюсь по экологической тропе под интригующим названием «Тропа леопарда». Она, пожалуй, является такой изюминкой этого места. Тропа представляет из себя несложный, но очень живописный лесной маршрут длиной 1700 метров. Сначала вы будете подниматься вверх, зато оставшуюся часть пути вы будете спускаться вниз. Логично. Не правда ли? Тропа промаркирована. Она начинается от скульптуры переднеазиатского леопарда и дольмена. А выйдете вы в итоге к веревочному парку. Леопард, к моему удивлению, живет также и на Северном Кавказе. Правда, количество особей здесь значение штучное. Пройдя по тропе, самого леопарда я, к сожалению, или к счастью, все-таки не увидел. Он ведь является одним из самых крупных в семействе леопардовых и, безусловно, может считаться опасным хищником. Эти животные вообще очень осторожны, и хоть вы его вряд ли сможете увидеть, зато побываете в дремучем пихтовом лесу и узнаете много интересного как о самом животном, так и о растительном мире заповедника, благодаря расставленным по всему маршруту информационным плакатам. Также на тропе у вас есть возможность увидеть заросли рододендронов, мхов и лишайников. Ну и, как я уже сказал, познакомиться с фактами жизни переднеазиатского леопарда, над восстановлением популяции которого сегодня работает заповедник. Девушка, подскажите, вы леопарда видели? Понятно, без комментариев. Девушка, я вижу, вы похожи на пантеру. Скажите, вы леопарда видели? Нет, не видела. Не видели, да? Нет. Жаль. А я тут уже стою целый день, думаю, пойдет навстречу. Прогулка по тропе идеально подойдет для посетителей в возрасте и маленьких детей, желающих ощутить себя настоящими туристами. Вот такое замечательное место мне удалось посетить. Рекомендую к посещению его и вам. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Также можете глянуть видео о плато Лаганаки или водопадах Руфагба. Всем удачи и пока!